Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Пасьянс». Неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, что две колоды карт расскажут для вашего знака зодиака. Планетарно же для вас этот месяц должен быть вполне приятным и неплохим. Конечно, у каждого своя судьба или обстановка вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран. Она тоже достаточно может быть сложная по независящим именно от вас, мои дорогие козероги, причинам. Но будем оптимистами, безусловно. Может быть, это вот таким очень сложным образом жизнь порой нас подталкивает принять важные решения, но в целом обещают как раз гармонию на сентябрь. Давайте перейдем к картам пасьянса, и это новый пасьянс. Я создала карты как раз покрупнее, чтобы было лучше видно. И будем добрее к самим себе, не подгонять себя. В наше турбулентное время и за счет и планетарных транзитов тоже многое будет меняться. Поэтому какой-то шаблон нам точно не поможет, скорее помешает. И кому более интересно, хочется углубиться, я оставлю ссылки в описании под видео, как и для перехода на мой сайт, так и к разным плейлистам на канале YouTube. Может быть, из описания, из инфобокса вам будет удобнее совершить переход, прочитать и посмотреть. Итак, неожиданности и сюрпризы для козерогов на сентябрь. Что нам скажут карты пасьянса? Рассмотрим, может быть, один из тысячи вариантов развития событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Некоторые значения карт могут быть вам уже знакомы, но есть и новые значения. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Кольцо. Прочный союз. У кого-то это личная жизнь, вопросы с личной жизнью связаны. Но это может быть еще и любое партнерство. По работе, по бизнесу, или просто ваши друзья. Или вы меняете круг, ближайший свой, круг общения. Или кому-то будете отдавать приоритеты. Что-то, может быть, и расставлять по местам. Все же то, что касается надежности, самое время в сентябре с чем-то разобраться. Это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Или переключаем полностью свое внимание на кого-то другого или на что-то другое. Посмотрите, у нас выпадает кольцо, а еще весы. Отчасти это где-то как аркан справедливости. Или то, что мы делаем по закону, как знать. Может быть, вы надумаете кто-то оформить отношения. И если была прежде дружба, это вы можете теперь уже в конечном итоге сделать предложение, если меня смотрят мужчины. Или, мои дорогие девочки, вам могут сделать предложение. Конечно, я не исключаю, у кого-то могут быть и разводы в суде. Но, значит, это вы уже с этим определитесь. Это то, когда, ну, условно, мы все стадии прошли, и утраченное взаимопонимание мы никак не восстановим. Так или иначе, для вас это будет означать вот этот баланс в судьбе, в этот баланс в душе, когда какая-то сфера вашей жизни уравновешивается, более определена, когда и по документам мы тоже, то, что, ну, предопределено как будто с каким-то регламентом, или то, что положено сделать как согласно менталитету в вашем обществе, но могут быть и еще какие-то вопросы, которые касаемы или недвижимости, или работы, но тогда нам будут говорить, у вас могут быть и люди надежные, с учетом символа кольцо. Значит, какой-то вопрос вам могут даже помогать или быть с вами как минимум на одной волне. Может быть, какие-то дельные советы, и этого я тоже не могу исключать. Идем дальше. Выпадает у вас еще дорога. И, может быть, это куда-то придется отправиться. Может быть, и далекое какое-то путешествие, которое планировалось. Вообще у вас, мои дорогие, сильная позиция.
Корона. С одной стороны, она может как раз свидетельствовать, с учетом тем более вот весы знака, что вы действительно будете обращаться либо к сильным мира сего, либо вы пойдете к чиновникам. Что-то вы захотите упорядочить, опять же, по законам, по традициям. Но это еще и ваша сильная позиция, когда вам, к примеру, могут предложить новую должность. Все зависит от ваших честолюбивых планов. Или будет возможность сделать карьеру, или вы определите для себя как направление какое-то новое. И, видимо, в этот прекрасный месяц, по крайней мере, энергии для вас, они достаточно такие, знаете, как новый путь какой-то могут открыть. Или новые какие-то возможности. И при всем при том, что есть лояльность определенная к вам, за счет, может быть, и планет, где-то транзитов. И самое время что-то, с одной стороны, расставить по местам, и уже какую-то стратегию, тактику, может быть, план минимум, план максимум избрать на будущее. Как бы использовать этот благоприятный период. Но не все так однозначно. Смотрите, у вас выпадает шляпа-невидимка волшебника. Это как у мага. Вот как в картах Таро маг. И нам говорят, ну, где-то аллегорически, что такое быть невидимым. Это не встрять в какой-то спор, не быть втянутым, может быть, мои дорогие. И как мы запоминаем людей, даже если вы приходите куда-то впервые, может быть, кто-то меняет работу, я тоже могу такое предположить, или вы оказываетесь среди нового социума, среди новых людей, нового коллектива. Скорее будет помогать какой-то ваш нейтралитет, прежде чем вы, может быть, разберетесь в какой-то обстановке. И если действительно вы находитесь среди нового социума, среди нового коллектива, ну, тогда действуйте аккуратно, мои дорогие козероги. Смотрим, что у вас еще совпало. Карты также говорят, уделите внимание своему здоровью. И если это какое-то недомогание или какая-то, ну, есть, может быть, как визит к стоматологу, к примеру, да, может быть и плановый, но вы его все время откладывали. Но вот самое время, где-то первая половина сентября, приступить к этому. А если уж тем более вы себя неважно чувствуете, то тут не нужно ждать, что пройдет само, или как-то ситуация сама, опять же, изменится. Нет, вот есть смысл как минимум пройти обследование. Или просто нам говорят карты, может быть, это вам для вашей красоты необходимо. Почему нет? Ведь что такое профилактика? Это где-то наш имидж, это наша бодрость, это наша уверенность, безусловно. Значит, самое время уделить себе внимание в сентябре. И не в конце, а в начале, до первой, как бы в течение первой половины. Пока с вами разговариваю, смотрю, что у вас еще совпало. Пока я не вижу. Сейчас посмотрю более внимательно. Да, действительно, не нахожу. Если вы что-то видите, напишите мне. А мы продолжим на колоде Таро нашу тему неожиданности и сюрпризы. И пусть нам карты Таро расскажут, чего вот эти значения выпавшие будут касаться, может быть, какой сферы жизни, или же дополнят нам какую-то информацию. Неожиданности, праздник. Вот и правда. В общем-то, у вас и начинается, что есть какой-то союз, как минимум круг друзей, знакомых, но это уже не те знакомые, которые, ну, может быть, прежде были как знакомые. Может быть, какая-то ситуация вас столкнет, и тот, который был знакомым, теперь будет более ближе к вам или будет близким другом. Или есть какой-то конкретно праздник, потому что вы, как мы уже сказали, у кого-то вплоть до свадьбы может быть, с учетом вот этих двух значений, весы и кольцо. Или какое-то торжество у вас, в вашей семье. У кого-то это может быть торжество, кстати, это допускаю по части получения новой должности. Кто знает, и какой-то корпоратив, может быть, вам и придется совершить.
Ну, праздник, хорошее настроение, неожиданности. У кого-то действительно дела семейные, дела личные, любовь. По королеве кубков как раз и проходят наши близкие. Ваша личная история. Иногда эта карта будет говорить, и, к примеру, для девочек, мои дорогие, я жду ребенка. Или о каком-то периоде, может быть, ожидания, когда мы можем ждать, пока будут готовы документы. Или какая-то еще составляющая, когда не пустое ожидание, а именно необходимое ожидание. Потому что мы смотрим в неожиданностях. Может быть, я не могу этого отрицать. Какой-то вопрос будет развиваться неспешно. Но больше все же я вижу. Впереди у нас карта праздника. У нас 2 кубковые карты. Поэтому, мои дорогие, в неожиданностях действительно какая-то радость, доброе событие или сам по себе праздник, торжество, что-то хорошее. Есть как будто повод. Неожиданности. И Луна вторит, если мы про личную жизнь, это вы можете делать более комфортным свое жилье. Или если вы надумали жить вместе, или есть предложение, да, в личной жизни, тогда вы будете обустраивать свое гнездышко семейное. Или когда вы можете просто наслаждаться взаимоотношениями с любимым человеком, ведь это карта эмпатии, интуиции, это карта нежных чувств. Но, безусловно, карта Луна – это 1000 еще неопределенностей. Карта может свидетельствовать, что вы действительно предпримете какой-то шаг, словно хватит мужества, несмотря на то, что словно я еще пока не знаю, как будут развиваться события, отношения, но вы что-то можете принять как этап вашей жизни. Но при этом тогда к неожиданностям определенно есть смысл быть готовым, потому что это могут быть как обстановка извне или какие-то новости, обстоятельства. Нам карта не говорит о том, что это будет. Луна. Вроде как есть очертания, но конкретики никакой. Единственное, что эта карта подразумевает, выглянет солнце и все встанет на свои места. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие козероги, вы хотите как раз прояснить какие-то ваши личные отношения, личную историю. И, ну, давайте я спрошу карту совет. Или для кого-то вот эта дорога как раз будет означать, что вы с человеком на расстоянии будете планировать встречу. И тогда карта Луна как раз может проиграться, что я не знаю, что меня ждет, какой человек. И даже если прежде вы его знали или встречались, ну, наверное, в наше турбулентное время нас жизнь часто меняет. И тот облик, который когда-то был у нас или осел в нашем сознании, в нашей памяти, человек ведь тоже мог измениться. Вот некоторая неуверенность тогда это будет по этой карте. И по 6 мечей это вот эта дорога, путешествие. Для кого-то, не скрою, это будет как и получение новой должности или когда вы приступаете к какому-то новому виду деятельности. Или, может быть, вы прежде что-то изучали, а здесь делаете пробные шаги. Потому что по 6 мечей, безусловно, как и дорога, так и мы словно переворачиваем новую страницу нашей жизни. И, может быть, это касается вашего труда, заработков или откуда приходят деньги. Для кого-то это может быть работа посредством интернет или IT-технологии. Может быть, это та цель, намерение, мы ведь об этом тоже говорили, которую вы себе ставите наперед, как желание, я должен научиться работать из любой точки мира, и вы осваиваете какую-то профессию. И тогда, мои дорогие, вот этот аркан, не аркан, а значение, извините, корона, у вас получится действительно какое-то начинание переложить в практичную плоскость. Давайте мы спросим. Сюрпризы. Честно говоря, в неожиданностях, хотя я подразумевала, может быть и негатив какой-то, но у вас как раз больше неожиданности, как сюрпризы. А сюрпризы, паж кубков, это эмпатия, это радость, добрые какие-то вести, дела с вашими детьми, например. Но тогда и от детей какие-то приятности приходят, вообще хорошее настроение. В целом больше оптимизма. Может быть и новое знакомство, отношения. Но я не могу сказать, что это совсем новое знакомство, которое произойдет именно в эти 2 недели, в начало сентября. Может быть, это то, что было чуть раньше, но вы еще не успели узнать друг друга достаточно хорошо. Тогда отношения будут развиваться, но что-то приятное входит в вашу
жизнь или просто хорошее настроение. И правда, по аркану справедливость, посмотрите, у вас вновь выпадает как будто весы. Мы должны что-то сделать по закону. Или, в принципе, в сюрпризы будет возможность оформить важный документ, как я уже говорила. Я где-то пояснила это значение, просто карта подтверждает. И именно если в позиции сюрпризы, значит, это ваши какие-то возможности. Провести важные согласования, оформить какие-то фундаментально для вас важные документы или с кем-то договориться, как с какими-то, ну, может быть, сильными мира сего, я могу такое допустить. Или, если мы говорим вопросы в суде, то с учетом сюрприза и впереди паж кубков, какие-то, значит, добрые новости у кого-то и из суда, мои дорогие козероги. Значит, я допускаю, что ведь у каждого своей сложности дело. Но, видимо, будет какой-то пункт, который вам добавит больше оптимизма, что именно с большим процентом вероятности для вас будет больше какой-то победы. И даже если придется договариваться или искать какой-то компромисс, значит, вы его найдете. Какой-то вопрос закрыть вы сумеете. Какие еще сюрпризы для козерогов? У вас сильная позиция. И вот посмотрите, карты Таро вторят там тем картам небольшим значением, которые выпали на пасьянсе. Корона – это и есть император. Это власть, это сильные мира сего. Это еще и своего рода правильное какое-то направление. И по императору, по мудрому императору, он понимает, ведь это в сюрпризах. Он имеет, если мы говорили, план минимум, план максимум. Или император имеет цель. Но мудрый император понимает, есть две составляющие, на которые мы не влияем. Это люди и это обстоятельства. Поэтому император готов корректировать собственные планы, чтобы какая-то важная очень цель в его жизни, она была достигнута. Поэтому в сюрпризах будут, видимо, такие моменты, когда совершенно необходим будет какой-то компромисс. И, может быть, вот эта шляпа волшебника вам говорит, у вас как раз есть словно магическая возможность и способность договориться с людьми, с которыми договориться невозможно. Решить те вопросы, которые прежде словно стали на какую-то продолжительную паузу и ни взад, ни вперед. Вот здесь переломить какую-то ситуацию вы определенно сумеете. Потому что как есть и желание, есть и способность, готовность к компромиссу, так есть еще и сильная позиция. По сути, это что? Это то, что вы хотите, и правильная оценка реальной жизни. Давайте тоже достанем карту совет. И нам выпадает королева мечей. Это, кстати, карта независимого человека. И если мы говорим про шляпу волшебника, королева мечей, ее сильная позиция в том, что она никому ничего не рассказывает. Она умеет хранить тайны. Она умеет рассчитывать на самое себя. И где-то ведь по картам это прообраз Юдифи. И понятно, Юдифь не вошла бы в историю и не получилось бы у нее осуществить такой очень важный исторический, я бы сказала, шаг, если бы она кому-то рассказала, куда она идет и какие намерения она с собой приносит. Поэтому вам действительно какая-то, как и нейтралитет, так и буквально не включение в какой-то вопрос. Когда вы не расскажете о своих планах, может быть, у вас кто-то будет, ну, так хитро выпытывать, а как у тебя дела, а как у тебя по финансам, а как у тебя по личной жизни, или что ты намереваешься делать. Храните молчание. В этом ваша сила. Но еще и правильный расчет. По этой карте у нас птицы как будто летают вокруг королевы, и это много информации. И вот нам показана птичка одна, как будто приблизилась к кошке. Птичке кажется, какой милый зверь. Но мы с вами знаем, что это только видимость такая. Когти смертельно опасны, а прыжок молниеносен. Поэтому контролируйте ситуацию, чтобы она не перешла. Или какая-то, пусть это даже игра. Пусть это чья-то игра. Чтобы она не перешла в ту ситуацию, когда создается элемент опасности. Или, мои дорогие козероги, когда для вас какая-то опасность. Держите баланс. Правильно анализируйте обстановку вокруг вас. Позиция сильная, но вам ее нужно сохранять. Прикладывайте на себя, мои дорогие козероги. Интересный расклад. Буду благодарна вашим комментариям. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.